Не готовьте картошку, пока не посмотрите этот рецепт. Сразу 3 быстрых, вкусных и проверенных рецепта из картошки. Ужин за 30 минут. Легко, быстро и просто. Друзья, рецепты проверенные, сохраняйте закладки и делитесь с друзьями. И для начала нам нужно отварить 2 куриных яйца. Можно варить, как обычно, в кастрюльке вкрутую, а я сварю в пароварке. Также мне понадобится 3 крупных картофелины. Если картошка не очень крупная, то возьмите 5 штук. Чтобы драники получились воздушными и хрустящими, картошку нужно натереть на крупной терке. Кстати, а вы знали, что если добавить в тесто для драников немного муки, то драники будут лучше держать форму и получатся более пышными и воздушными? Кто-то категорически не добавляет муку, отжимает картошку. 2 варианта вполне имеют место быть, но я сегодня готовлю любимый рецепт драников, где я не буду отжимать картофельный сок, а добавлю в тесто немного муки. Также натру на терке 1 среднюю морковку. Вы можете натереть морковку на крупной терке или на мелкой. Здесь зависит от вашего желания, смотря какую консистенцию драников вы хотите получить. На мелкой терке консистенция получится более нежной и однородной. Отправляю натертую морковь в миску к картошке. Беру 1 репчатую луковицу и мелко нарезаю. У меня луковица довольно большая, поэтому я буду использовать половинку. По желанию вы можете вместо того, чтобы нарезать лук, натереть его на мелкой терке. Друзья, а вы знаете, что лук добавляют в драники не только для вкуса, но и для сочности. Он выделяет сок, который делает драники более сочными, нежными и также воздушными. Кстати, лук еще можно взбить в блендере, тоже простой и очень удобный такой практичный способ. А также лук еще помогает картофелю не темнеть. Раньше, когда не было холодильников, лук добавляли для того, чтобы картошка после натирания не темнела. Дополнительно лук можно измельчить при помощи ножа, тогда он получится более мелким. И отправляем нарезанный лук в миску к нашим овощам. Лук придает сочность, морковка цвет, вкус и яркость. И также для вкуса, для цвета и для красоты добавим немного зелени. Я сегодня в качестве зелени выбрала зеленый лук, потому что это кладезь витаминов и минералов. Лук укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и даже помогает бороться с простудой. Но если у вас под рукой нет зеленого лука, не расстраивайтесь, друзья, его можно заменить другими полезными травами, такими как укроп, петрушка или даже базилик или кинза, если любите. Эти травы не только придадут блюду аромат, но и сделают его еще более полезным. Чеснок – король всех специй. И, конечно, мы добавим в наше блюдо пару зубчиков чеснока. Чеснок использовался в кулинарии еще с древних времен. Древние египтяне верили, что чеснок обладает магическими свойствами и защищает от злых духов. Мы злых духов отпугивать сегодня не будем, зато все болезни отгоним. Чеснок – это настоящий природный антибиотик. Он укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами и бактериями. Так что, добавляя чеснок в пищу, мы не только улучшаем вкус блюд, но и заботимся о своем здоровье. Чеснок можно прижать лезвием широкого ножа, раздавить зубчики, тогда они, кстати, легче очищаются. И затем меленько-меленько порубить при помощи ножа. Вам для этого понадобится всего лишь острый нож. Также вы можете пропустить чеснок через чесноковыжималку или натереть на терке. Выбирайте любой вариант, который вам больше нравится и больше подходит. А для того, чтобы руки не пахли чесноком, можно воспользоваться перчатками или протереть руки соком лимона. Нарубленный чеснок отправляю в миску к нашей картошке с овощами. И сюда же разбиваю 1 куриное яйцо.
И приправляем картофельное тесто для драников солью, черным молотым перцем и по желанию можете добавить немного сушеных трав и каких-то ваших любимых приправ. Я взяла немного паприки и немного сушеных итальянских трав. Все хорошо перемешиваю до однородности. Такая картошечка получается очень вкусная, драники готовятся очень быстро, приготовление ужина или обеда займет у вас совсем немного времени, и вся семья будет сытая и довольная. Теперь я добавляю в картофельное тесто 3 столовых ложки муки, смотрите по консистенции. Можете добавить одно яйцо еще дополнительно, если видите, что консистенция слишком сухая, или наоборот чуть больше муки. Я тоже ориентируюсь по консистенции. Все хорошо еще раз перемешиваю, и тесто для драников уже полностью готово. Ставим разогреваться сковородку, жарим драники на любом растительном масле, которое вы привыкли использовать на вашей кухне. Когда сковородка разогреется, набираем ложку драников и выкладываем горками на горячую сковородку. Жарим на среднем огне, следим за тем, чтобы драники успели хорошо прожариться, но не подгорели. Но так как мы с вами готовим сегодня не простые драники, а с секретом, вы можете просто обжарить их быстренько с двух сторон до золотистой корочки. Доводить до полной готовности не обязательно. На пару минут мы отправим их в духовку, когда покроем их невероятно вкусной сырной шубкой. Но давайте все по порядку. Сейчас приступим к приготовлению этого секретного ингредиента. И для него нам как раз понадобится 2 отварных яйца, которые мы с вами в самом начале заранее отварили вкрутую. Кстати, очень удобно варить яйца в пароварке. Они прекрасно варятся, 10 минут я ставлю на таймере. И главное, что они очень хорошо чистятся после приготовления в пароварке. Так что никаких проблем, можно варить в кастрюльке в воде классическим способом. Или воспользуйтесь пароваркой, если она у вас есть. Натираем яйца на терке, можно натереть на мелкой или на крупной, не так важно, будет немножечко отличаться консистенция в зависимости от терки. Помните, как в детстве бабушка или мама готовили для нас драники? Это было всегда настоящее событие, всей семьей могли тереть картошку по очереди. А сегодня мы добавим к этому классическому блюду из нашего детства немного современности. И сейчас мы готовим для драников яично-сырную начинку. Я натерла яйца на терке, и теперь тертые яйца отправляем в миску. Это будет не просто драник, а настоящее произведение кулинарного искусства. Также на терке натираю 150-200 грамм сыра. Сочетание традиций и новых вкусов подарит вам просто незабываемые кулинарные ощущения, а главное – сытный, быстрый и очень вкусный ужин всего за 20-30 минут будет на вашем столе, и вся семья, поверьте, будет в полном восторге, как моя семья действительно по достоинству оценила это вкуснейшее блюдо из обычной картошки. К натертым яйцам я добавляю сыр и сюда же натираю зубчик чеснока. Чеснок придаст пикантность и получится очень-очень вкусно. Такую яично-сырную намазку можно использовать также для бутербродов. Она действительно универсальная. Сюда же добавляю 3 столовых ложки сметаны. Вместо сметаны вы можете взять майонез и немного приправ и специй. Чуть-чуть паприки, немножко соли по вкусу и еще немного черного перчика. Остается только все хорошо перемешать. Вот такая аппетитная яичная сырная намазка получается. Очень вкусно, пикантно пахнет чесночком. Вкуснятина необыкновенная. Можете добавить сюда немного укропчика. Он придаст тоже немножечко нежности и добавит своего вкуса. Сырная намазка готова. Переворачиваем драники и обжариваем пару минуток с другой стороны. Жарим с 2 сторон до красивой золотистой румяной корочки.
Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я всегда очень рада приветствовать моих любимых зрителей на канале «Готовим дома». Готовые драники снимаем и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. И сразу же начинаем жарить вторую порцию. Из этого количества теста у меня получилось 12 драников. Конечно, все зависит от размера картошки, от диаметра вашей сковородки и от размера ваших драников. Выкладываем тесто. Не забываем, делаем средний огонь, регулируем температуру, чтобы драники не подгорели и успели прожариться. Вторая партия драников готова. Также выкладываем на бумажное полотенце. И еще сегодня для приготовления этих вкусненьких драников мне понадобится противень. Я застилаю его пергаментом и выкладываю на противень обжаренные драники. Излишки масла уже впитало в себя бумажное полотенце, так что драники без лишнего жира, можно сказать, практически диетические, и вы сами знаете, сколько в них много пользы, овощей, цвета, красок и вкуса. Теперь сверху на каждый драник я выкладываю по ложке начинки, примерно 1 столовая ложка на 1 картофельный блинчик. А если вам нравится этот рецепт и вы любите блюда из картошки, напишите в комментариях «Хочу картошку», и я буду чаще вас радовать новыми, вкусными, интересными блюдами, которые вы легко сможете приготовить на ужин для всей вашей семьи. На моем канале очень много сытных, простых, вкусных рецептов из различных овощей, из картошки, из капусты, из курицы, все что угодно, друзья. Поэтому пишите в комментариях ваши пожелания, какие рецепты вы хотите чаще видеть на моем канале, в моем исполнении, и я обязательно сниму для вас новые вкусные и интересные видео. Итак, сырную начинку мы распределили в сырную шубку и отправляем драники на 10 минут в духовку при температуре 180 градусов. Сыр расплавится, драники полностью дойдут до готовности, даже если вы их обжарили просто до золотистой корочки. Посмотрите, какая вкуснятина! Друзья, это просто невероятно вкусно. Обязательно приготовьте и делитесь рецептом с друзьями. Хрустящие дранички с золотистой корочкой, а сверху яично-сырная шубка. Это так сочно, так нежно и так вкусно. Обязательно приготовьте. Сверху посыпаем зеленым лучком. И давайте разрежем драник и посмотрим, что у нас внутри. Вот, посмотрите, какой он нежный, воздушный, сочный. Это так вкусно! Желаю вам приятного аппетита! Если у вас есть 3 картошки, приготовьте это простое и очень вкусное картофельное блюдо. Так картошку вы еще точно не готовили. Это просто дешево, сытно и очень-очень вкусно, друзья. Скорее сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я рада видеть каждого из вас на моем канале «Готовим дома». И первым делом я разбиваю в миску 3 куриных яйца. Яйца хорошенько взбалтываю при помощи венчика или обычной вилки, просто взбиваю до однородности. Добавляю к яйцам 30 грамм муки и еще раз хорошо все перемешиваю. Когда перемешаете яйца с мукой, отставьте в сторону, за это время все комочки разойдутся, даже если какие-то комочки остались в яичной смеси, через 10 минут уже ничего не будет, потом просто еще раз хорошо перемешаете. Также мне понадобится 3 крупных картофелины. Общий вес картошки, уже очищенной, где-то полкилограмма. Сегодня мы с вами готовим очень вкусные блинчики, и это идеальное блюдо для ужина или для обеда. Можете приготовить их заранее, держать в холодильнике или в морозилке, и в любое время сможете буквально за 10 минут, в течение 10 минут приготовить быстрый и вкусный ужин. Я нарезала картошку довольно крупными кусочками, и нарезанный картофель отправляем в кастрюлю.
Заливаю картошку холодной водой, так чтобы вода полностью покрыла картофель. Не забудьте картошку посолить, кто-то солит в начале, кто-то в конце приготовления. И отправляю на плиту, варим 15-20 минут до полной готовности и мягкости картофеля. А пока готовится картошка, друзья, мы с вами время не теряем, давайте быстренько приготовим очень вкусную начинку для нашего картофеля. Я беру одну репчатую луковицу и нарезаю ее довольно мелко. Для этого простого и вкусного блюда из картошки нам понадобятся самые простые и доступные ингредиенты. Но результат, друзья, получается просто настоящий шедевр. А если вдруг вы не знаете, что делать, чтобы не плакать при нарезке лука, вот вам несколько простых и полезных действенных советов. Вы можете охладить лук, прежде чем его нарезать. Буквально 30 минут в холодильнике перед нарезкой и никаких слез. Также используйте острый нож, чтобы быстрее нарезать лук. Можно предварительно замочить лук в воде. Еще советую держать рот открытым, включить вытяжку или носить защитные очки. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. А я нарезанный лук отправила на сковородку и обжариваю его буквально 2-3 минутки, чтобы он слегка обмяк и, может быть, совсем чуть-чуть стал золотистым. Пока жарится лук, я нарезаю 1 болгарский перец. В этом рецепте картофельной начинки очень вкусным получается сочетание обжаренного лука с болгарским перцем. На мой взгляд, это самое яркое и действительно вкусное сочетание. Конечно, вместо болгарского перца вы можете немного удешевить рецепт и взять, например, морковку. Просто натрите ее на крупной терке, но именно с болгарским сладким перцем получается очень ярко, очень сытно, вкусно и запоминающийся. Такая начинка будет радовать глаз и радовать ваши вкусовые рецепторы, когда вы будете дегустировать эти великолепные блинчики с картофельной начинкой. Отправляю нарезанный перец к луку и обжариваю еще буквально 2-3 минутки на среднем огне, чтобы ничего у нас не подгорело. Периодически не забываем помешивать и, конечно, по вкусу приправляем солью, черным молотым перцем и можете добавить щепотку каких-то ваших любимых трав, приправ по вашему вкусу. Любые сушеные травы здесь тоже будут уместны. Хорошо приправили начинку и готовим буквально ее еще 1-2 минутки. Тем временем наша картошечка уже полностью сварилась, стала мягкая. Снимаем с огня и сливаем воду с картошки. Хорошенько слили воду, картошку перекладываем в миску большую и достаточно удобную, чтобы приготовить из картофеля картофельное пюре. Можете сделать картофельное пюре прямо в кастрюле, как вам больше нравится и как вы предпочитаете. Я хорошо размяла картошку, получается очень нежная пюрешка. Молоко не добавляю, добавляю сразу же нашу начинку из обжаренного лука с болгарским перчиком. И сюда же натру кусочек сыра. Сыр сделает эту начинку очень нежной и очень вкусной. Натираем сыр на крупной терке, грамм 100-150, сыра будет достаточно. Сыр можете брать любой, на ваш вкус, который хорошо плавится. У меня сегодня моцарелла. Очень люблю моцареллу в таких блюдах, особенно в сочетании с картошкой, потому что она очень нежная и просто идеально плавится в картофельной начинке. Натертый сыр отправляем в миску с картофельным пюре. И для более яркого вкуса и, конечно же, для красивого цвета я хочу добавить в начинку немного зелени. В качестве зелени вы можете взять зеленый лук, укроп или петрушку. Я выбираю для сегодняшней начинки зеленый лучок. Зеленый лук мелко нарезаем. Зеленый лук – это просто кладезь витаминов, поэтому, друзья, почаще добавляйте лук во все ваши блюда и будьте здоровы! Нарезанный лук отправляю в картошку. Осталось только все хорошо перемешать. Хорошо смешиваем картофельное пюре с овощами и сыром. Просто перемешиваем до однородности.
Только посмотрите, какая вкусная и аппетитная у нас получается картофельная начинка. Выглядит просто потрясающе. Столько красок, цвета, и она действительно, друзья, невероятно вкусная. А тем временем я отправляю в миску 200 грамм муки. Сюда же добавляю немного соли, 1 чайную ложку без горки и также 1 столовую ложку сахара. Разбиваю 2 яйца. И постепенно вливаю пол-литра 500 мл молока. Молоко у меня холодное, прямо из холодильника. Подогревать не обязательно. Осталось только все хорошо смешать. Перемешиваю яйца с мукой и с молоком до однородности. Тесто должно получиться однородным, без комочков. Вот такой вот густоты. В самом конце вливаю в тесто 1-2 столовых ложки растительного масла. Еще раз все хорошо перемешаю. И тесто для блинов полностью готово. Ставлю сковородку на огонь и набираю немного теста, буквально 1 половник, 1 черпак, выливаю на разогретую сковородку. Обжариваю блинчик до красивого золотистого цвета, стараюсь слишком сильно не зажаривать, а блинчики остаются довольно светленькими. Переворачиваю и обжариваю еще полминутки с другой стороны. Делайте умеренный огонь, чтобы блинчики не горели, при этом блины очень быстро жарятся, друзья, так что далеко от сковородки не отходите. Выливаем черпак теста, половник, и жарим следующий блинчик. Блинчики жарятся очень быстро, друзья, буквально за 10 минут вы пережарите всю порцию этого теста. Это тесто для блинов очень удачное и очень простое. Блинчики всегда получаются вкусные, шелковистые, золотистые, румяные. Вы можете их зарумянить еще побольше, если будете готовить просто блины. Посмотрите, вот такая вот красота, просто блинные солнышки. Очень вкусные блинчики, друзья, рекомендую. В них прекрасно можно завернуть любую начинку. А можно подать как классические блины со сливочным маслом, со сметанкой, со сгущенкой. Универсальный рецепт, очень его люблю и очень рекомендую занести, сохранить в свою кулинарную тетрадочку, чтобы приготовить такие блины еще не раз. Посмотрите, вот такие кружевные, очень-очень вкусные, просто великолепные, друзья. Тем временем продолжаем готовить. У меня здесь панировочные сухари. Высыпаю сухари в удобную форму. Сейчас увидите, что мы будем делать дальше. Также здесь у меня панировочные сухари и взбитые яйца. Я беру 1 блинчик, переворачиваю его светлой стороной вверх. Набираю ложку картофельной начинки. Посмотрите, какая она красивая, нарядная. И выкладываю картошку на блинчик. Придаю картофельной начинке форму, чтобы удобно было свернуть такой красивый компактный конвертик, чтобы у нас ничего не распадалось и ничего никуда не вываливалось. Теперь аккуратненько сворачиваем конвертик. Посмотрите, как все просто делается. Подгибаем края и сворачиваем вот такую трубочку. Вот такие симпатичные, вкусные блины с великолепной картофельно-овощной начинкой у нас получаются. И выкладываем готовые блинчики на разделочную доску или на тарелку. Количество начинки по вашему желанию, а также это будет зависеть от того, какого диаметра, какого размера блины вы нажарите, то есть от размера вашей сковородки. Размер моей сковородки 24 сантиметра. И из этого количества теста у меня получилось где-то 15-16 вот таких вот вкусных, тонких, ажурных блинчиков. Для этого рецепта вам не понадобится каких-то особенных продуктов или каких-то особенных навыков. Все ингредиенты самые простые и доступные. Кстати, ингредиенты я всегда оставляю для вас в описании под видео. Обязательно загляните и готовьте все по рецепту. Обязательно получится без всяких проблем. Я ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом и окунаю блинчик сначала в яйца с мукой. Муку мы добавляем для того, чтобы панировка хорошо держалась на блинчике, а потом в панировочные сухари. Выкладываю блинчик на горячую разогретую сковородку
И панирую следующий блинчик. Снова обмакиваю сначала в яичные болтушки, а затем обваливаю в панировочных сухарях. Выкладываю на горячую сковородку и жарим блины по 2-3 минутки на среднем огне до красивого золотистого цвета, до красивой румяной корочки. Переворачиваем. Посмотрите, какая красота! Вкуснятина просто необыкновенная. Такие блинчики будут шикарным ужином. Уверена, что ваша семья полюбит этот рецепт, и вы еще не раз его приготовите. Очень сытные, вкусные и невероятно красивые блинчики. Потом мы с вами разломим один и посмотрим, какие внутри они получились. А я жарю следующую партию. Делаем панировку для блинов и отправляем на горячую сковородку. Вот такое вот простое, дешевое, сытное и очень вкусное блюдо из простых продуктов мы сегодня с вами приготовили. Переворачиваем блинчики и обжариваем еще 2 минутки до румяности с другой стороны. Готовые блинчики можно выложить на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла. Хотя вы видите, что количество масла здесь совсем небольшое. Вот такая вот вкуснятина и красота у нас получилась, друзья. Давайте разломим один блинчик и посмотрим, какой он внутри получился. Посмотрите, как хрустит. Это просто очень аппетитно и очень-очень вкусно. Вау, посмотрите, вот такая вот вкусная, великолепная начинка, мягкая, нежная картошечка, болгарский перец, зеленый лучок, сыр. Это просто такая вкуснятина, словами не описать. Обязательно приготовьте и делитесь рецептом с друзьями. Не готовьте картошку, пока не посмотрите этот рецепт. Мой муж готов есть эти зразы из картошки каждый день. Друзья, сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями. Я уверена, что этот рецепт из картошки действительно станет вашим любимым. Так что сохраните сразу, чтобы не потерять. Я разбиваю в миску 2 куриных яйца и хорошо перемешиваю при помощи вилочки или при помощи венчика. Яйца перемешали, пока отставим в сторону и займемся картошкой. Мне понадобится 1 килограмм картофеля. Картошку я нарезаю. Этот рецепт из картошки настолько простой и настолько вкусный, что понравится всей вашей семье. Поэтому обязательно досмотрите до конца, и вы тоже вместе со мной сможете сегодня на ужин приготовить эту вкуснятину из картошки. Все делается очень просто. Ингредиенты для рецепта нам понадобятся самые простые. Кстати, все ингредиенты я всегда оставляю для вас в описании под видео, поэтому обязательно загляните. Нарезали картошку и отправляем картофель в кастрюльку. Блюдо получается настолько вкусным, что я сразу рекомендую готовить двойную порцию. Заливаем картошку водой и отправляем на огонь. Варим около 15-20 минут до полной готовности, до мягкости картофеля. Картошку можете посолить сразу, а можете в конце приготовления. Здесь как вы больше привыкли. В процессе приготовления я поделюсь с вами некоторыми секретами, чтобы зразы всегда получались у вас с первого раза, даже если вы новичок в их приготовлении. А пока для приготовления зразов мне понадобится 1 репчатая луковица среднего размера. Я разрезаю луковицу пополам и мелко нарезаю. Будем готовить зажарку, которую потом добавим к картошке, и зразы получатся благодаря зажарке еще более нежными, воздушными и очень-очень вкусными. Мелко нарезали лук. Можно лук порубить еще чуть-чуть помельче, чтобы он был совсем маленькими кусочками и практически растворился в начинке. Сковородка с маслом уже разогрелась, и теперь отправляем нарезанную луковицу на горячую сковородку. Обжариваем лук буквально 2-3 минутки на среднем огне. Слишком сильно зажаривать не нужно. А пока жарится лук, натрем на терке 1 среднюю морковку.
Морковка, конечно, придаст не только вкус, но и красивый, золотистый такой слегка оранжевый цвет. Получится очень-очень вкусно. Смотрите, морковку я уже натерла, отправляю морковь к обжаренному луку. И обжариваю еще буквально пару минут на среднем огне. Приправляю по вкусу солью и добавлю немного черного молотого перца. Вы можете добавить еще каких-то немножечко приправ, пару щепоток, но я обойдусь только солью и перцем. Все, зажарка уже готова и картошка полностью сварилась. Добавляю немного соли, я добавляю в самом конце. Как я уже говорила, соль вы можете добавлять либо в начале приготовления, либо в конце, по вашему желанию. И проверяю картошку на мягкость. Отлично проварилась, это важно, чтобы картошечка хорошо разварилась. Теперь воду с картофеля сливаем. И отправляем картофель в миску. Достаточно большую, чтобы вам удобно было размять картошку и приготовить из нее мягкое и нежное картофельное пюре. В картофельное пюре ни в коем случае не добавляйте молоко и другие ингредиенты. Сейчас я вам все покажу. Готовьте прямо по рецепту, следуйте моим инструкциям, и тогда у вас обязательно получатся идеальные зразы, которые не разваливаются и прекрасно держат начинку. Я добавляю картофельному пюре зажарку и также нарезаю небольшой пучок любой зелени. Это может быть петрушка или укроп, на ваш выбор. Зелень достаточно мелко нарезаем. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие блюда из картошки вы любите больше всего. Какие блюда для вас самые любимые. Я больше всего люблю и предпочитаю рецепты, которые готовятся не больше 30 минут, потому что ужин за 30 минут из картошки, да если он еще и вкусный, это просто мечта каждой хозяйки. Уверена, что вы тоже любите и предпочитаете, выбираете такие рецепты. Я мелко измельчила петрушку и добавляем петрушку к картофельному пюре. Теперь нам понадобятся яйца, 2 яйца, хорошенько перемешали и тоже вливаем в картофельное пюре. И это первый и самый главный секрет успешных зраз из картошки, которые не распадаются. Если вы просто сделаете картофельное пюре, но не добавите в него яйца, то, скорее всего, зразы разлезутся и расползутся, когда вы будете их жарить. На сковородке вся начинка из них вытечет. Я добавляю также в тесто обязательно примерно 5 столовых ложек муки, буду смотреть по консистенции, и муку буду добавлять, подсыпать немножечко в процессе приготовления, формирования картофельных котлет. Вот такое тесто получилось. Еще один секрет: обязательно уберите тесто в холодильник минут на 30, чтобы оно хорошенько охладилось перед тем, как мы начнем жарить зразы и формировать. Теперь я быстренько приготовлю начинку. Начинка может быть абсолютно любая, на ваш выбор. У меня сегодня очень вкусная и нежная начинка из курочки с грибочками. Для начинки я нарезаю 1 репчатую луковицу и поставила разогреваться уже сковородку со сливочным маслом. Вы можете жарить лук как на сливочном, так и на любом растительном масле, на ваш выбор. Нарезанный лук отправляю на разогретую сковородку и обжариваю буквально 2-3 минутки, слишком долго тоже зажаривать не нужно. Также для рецепта я выбрала куриное филе. 1 куриное филе нарезаю небольшими кусочками, такими маленькими кубиками. Размер кусочков курицы по вашему желанию. Как я уже говорила, начинка для этих картофельных котлеток может быть абсолютно любая. Картофельные зразы – это универсальное блюдо, которое позволяет экспериментировать с начинками. Классические варианты и более необычные сочетания продуктов позволят вам каждый раз создавать новые вкусы и, по сути, новый рецепт. Классическая начинка для зразов – это мясной фарш. Готовится из свинины, говядины, можно приготовить из курицы или их
сочетание их комбинации. Также вы можете добавить в фарш лук, чеснок и специи для более насыщенного вкуса. Я нарезала курицу и отправляю ее обжариться к репчатому луку. Обжариваю курицу в течение буквально 5-7 минуток, тоже не слишком долго. Куриное филе, куриная грудка готовится очень быстро, за считанные минуты. И пока обжаривается курица, я нарежу грибы. Я сегодня выбрала для этого рецепта шампиньоны. В принципе, грибы вы тоже можете брать абсолютно любые, те, которые любите. Даже можете взять лесные грибы, получится начинка еще более ароматной и вкусной. Поэтому вкус грибов тоже значительно повлияет на вкус вашей начинки. Какие еще есть начинки для картофельных зразов? Это яйцо с зеленым луком, вареное яйцо, мелко нарезанный зеленый лук, соль, перец по вкусу. Тоже очень простая и вкусная начинка. Отправляю нарезанные шампиньоны к курочке и обжариваю еще буквально 5 минут. Также я хочу сюда добавить для нежности буквально полстакана 100 мл сливок. Сливки у меня 30% жирности. Если добавите менее жирные сливки, просто чуть-чуть дольше потушите, чтобы жидкость, лишняя влага испарились и начинка не получилась слишком водянистой. И по вкусу приправляю солью и черным перцем. Вы можете по своему желанию добавить какие-то еще специи для этой начинки, но я обойдусь сегодня только самыми основными базовыми специями, солью и черным молотым перцем. Все. Посмотрите, вот такая очень нежная, вкусная начинка для зразов у нас получится. Перекладываю начинку в миску, чтобы она быстрее остыла. И я хочу добавить сюда вот такая вот нежная, посмотрите, очень вкусная. И аромат стоит просто потрясающий, так вкусно пахнет грибочками. И я хочу добавить в эту начинку немного сыра. Грамм 100-150 сыра натираю на терке. Я сегодня для рецепта выбрала сыр моцарелла. Вы можете взять любой сыр, который легко плавится. Натертый сыр отправляю в начинку и все хорошо перемешиваю. Все уже полностью готово, друзья, скоро будем формировать наши зразы. И еще один вариант начинки для зраз, расскажу вам о нем, это овощной вариант, самый простой, самый доступный, тушеная капуста с луком и с морковкой. Получается тоже очень-очень вкусно. А я посыпаю доску мукой. Спасибо, друзья, что смотрите мой канал. Я признательна каждому из вас за ваши теплые слова и комментарии. Набираю немного картофельного теста. Как я уже говорила, тесто желательно из картошки, тесто желательно охладить перед тем, как вы будете формировать зразы. Это очень важный секрет, чтобы зразы у вас получились и не расползались во время приготовления. Делаю небольшое углубление и выкладываю сюда начинку. И теперь аккуратненько защипываю края, закрываю картофельным тестом нашу начинку из курицы с грибами. И вот так вот защипываю. Стараюсь, чтобы вся начинка оказалась внутри, ничего не вываливалось. Все делаем аккуратненько, очень нежно, сильно не прижимаем. И еще один секрет. Картофельного теста должно быть достаточно много, чтобы оно было, чтобы зразы получились такими толстенькими, потому что картофельное тесто должно удержать эту начинку внутри и не развалиться во время приготовления. Теперь сметаем излишки муки, можно это сделать при помощи кисточки. И я сразу же подготовлю доску, посыпаю доску мукой и на нее выкладываю готовые сформированные зразы. Вот такая вот красота получается. Набираю еще примерно 2 столовых ложки картофельного теста на одну зразу. Хорошенько подпыляю мукой, чтобы ничего не прилипало. Также очень важно сорт картошки, который вы подберете для приготовления картофельных зразов. Выбирайте картошку, которая не разваливается слишком до состояния пюре. А также картошку можно для зразов приготовить, сварить в мундирах, потом очистить и просто приготовить картофельное пюре из картошки, сваренной в мундирах. Добавляю начинку
И еще раз аккуратненько формируем зразу. Посмотрите, руки я хорошенько обваливаю в муке, чтобы ничего не прилипало. И действительно, ничего не липнет, зразы формируются просто отлично. Вот такие симпатичные, очень вкусные картофельные пирожки, котлетки. А я напоминаю вам, что вы на канале «Готовим дома». С вами Олеся. Обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Вот таким вот образом, лопаточкой или ложкой, или просто руками со всех сторон вот так вот простукиваем котлетку, чтобы придать ей красивую форму, аккуратную. И излишки муки немножечко сметаю кисточкой, чтобы картофельные котлетки не горели во время жарки. Все уже готово, друзья. Ставим разогреваться сковородку с растительным маслом. Масло для приготовления картофельных котлет можете выбирать любое на ваш вкус. Любое растительное масло подойдет. Разогрела сковородку и на горячую сковороду выкладываю зразы. Обратите внимание, чтобы огонь был средним, умеренным, чтобы картофельные зразы могли хорошо подрумяниться, но при этом не подгорели, и чтобы тесто полностью дошло до готовности. Жарим примерно около 5 минут. И не забываем проверять, как только снизу корочка станет румяной и золотистой, переворачиваем зразы. А пока они жарятся, давайте с вами быстренько приготовим минутный соус, который идеально подходит к картофельным котлеткам. Самый быстрый соус, который я знаю, и очень часто его готовлю. В миску кладу 4 столовых ложки сметаны. Сюда же нарежу немножечко зелени, на ваш выбор, у меня укроп. И приправляю солью и черным молотым перцем. Также натру сюда чеснок. 1 зубчик будет вполне достаточно. Хотя чеснок добавляйте, конечно, по вашему вкусу. Сейчас он очень актуален, чтобы вы были здоровы и не болели. Берегите себя, дорогие друзья. Все хорошо перемешиваем, и соус картошки полностью готов. Отставляем его в сторону, пусть дождется, когда приготовятся наши вкусные, аппетитные, румяные картофельные котлетки. Посмотрите, вот такая красота. Аккуратно переворачиваем. Вау, это так вкусно, так аппетитно, красивая золотистая корочка. Они такие нежные, такие вкусные, друзья. Я вам от всей души рекомендую приготовить. Это просто какое-то картофельное чудо. Ужин, который покорил точно весь мир. Этот рецепт наших бабушек, которые готовили его в свое время из самых простых продуктов. И, конечно же, я уверена, что вы с удовольствием приготовите эту вкуснятину на вашей кухне. Обжаренные зразы обязательно выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла. И продолжаем жарить, пока не пожарим все картофельные котлетки. Посмотрите, вот такие идеальные, румяные, вкусные они получаются. Ничего не подгорает, никакая начинка никуда не убегает, все просто супер. Поэтому давайте я вам еще раз напомню маленькие секретики наших бабушек, которые позволят вам приготовить такие же вкусные, нежные и аппетитные зразы. Еще раз напоминаю, что очень важен сорт картофеля, чтобы он не разварился в картофельное пюре. И можно отварить картошку в мундирах, затем приготовить точно так же картофельное пюре из нее. Также обязательно добавляем яйцо, оно связывает ингредиенты, без яйца зразы могут не получиться и растекаться на сковороде. Также, если зразы у вас плохо держат форму, возможно, вы добавили недостаточно муки. Можно также дополнительно зразы обвалять в панировке, это тоже позволит им держать форму. В пюре картофельное не добавляйте молоко. Делайте все по рецепту, и у вас, друзья, обязательно все получится. Посмотрите, вот такая вот красота получилась. Еще, кстати, не забудьте, зразы обязательно делаем толстенькими, потому что им нужно внутри удержать начинку. Вот такие вот румяные, аппетитные, очень вкусные. Уже не терпится попробовать, и я уверена, что вы сохранили рецепт, поделились им с друзьями, чтобы не потерять. Давайте разрежем наш картофельный пирожок и посмотрим, какой он внутри получился.
Вау, это такая вкуснятина, просто неописуемая. Сверху обильно смазываем нашим сметанным соусом минутным и уже не терпится съесть этот кусочек. Это бесподобно вкусно, друзья. Готовьте на здоровье, подписывайтесь на канал, делитесь рецептом с друзьями и пишите комментарии. Я рада видеть каждого из вас, поэтому давайте готовить вместе. У меня для вас много вкусных, быстрых, простых и полезных блюд из картошки и не только. Быстрые и вкусные ужины за 30 минут – это ко мне. Напоминаю, что меня зовут Олеся, вы на канале Готовим дома. Готовим дома – это лучший канал с проверенными рецептами, которые вас никогда не подведут. Ну что ж, приятного вам аппетита, дорогие друзья, и скоро увидимся!